Привет! У каждого из нас есть идеи. Идеи, как улучшить свою работу, как избавиться от рутины, как заставить разные сервисы говорить друг с другом. Но часто между идеей и ее воплощением стоит стена. Стена технических сложностей, кода и настроек. В этой серии видео мы с вами вместе пройдем путь, который позволит эту стену разобрать. Это путь N8N, от нуля до создания сложных, по-настоящему полезных автоматизаций. И сегодня наш первый шаг. Мы не будем писать код. Мы откроем двери в нашу цифровую мастерскую и разложим по полкам основные инструменты. Меня зовут Сергей, я основатель столярной мастерской Ронин, и здесь на своем примере покажу, что автоматизация сегодня доступна даже ремесленнику и найдет применение в любой сфере бизнеса и жизни. Итак, что такое N8N? Если просто, это ваша цифровая мастерская. Платформа, которая позволяет соединять практически любые приложения, у которых есть API, и управлять потоками данных между ними. Это ваш шанс заставить Google таблицы напрямую общаться с Telegram, а ваш сайт с вашей CRM. И все это без необходимости быть программистом. Как и в любом ремесле, начать нужно с обустройства рабочего места. У нас есть два основных пути. Первый, самый простой, это облачная версия от N8N. Я бы назвал это гостевым пропуском в мастерскую. Вы регистрируетесь, и у вас есть 14 дней бесплатного доступа. Это идеальный вариант, чтобы попробовать, пощупать инструмент и понять, подходит ли вам этот путь, ничем не рискуя. Второй путь, путь мастера, это установка на собственном сервере. Это как построить свою собственную полноценную мастерскую. Да, это требует чуть больше усилий на старте, но взамен вы получаете полную свободу, никаких ограничений и экономию в долгосрочной перспективе. Для этого используются такие вещи, как VDS, Docker или хостинги вроде Biget. Не пугайтесь этих слов, мы обязательно дойдем до этого на нашем пути. А пока смело начинайте с облака. Когда мы заходим в N8N, мы видим чистое пространство. Это наш верстак, а главный элемент на нем — это workflow или рабочий процесс. По сути, это чертеж нашей будущей автоматизации. Сам чертеж состоит из узлов или нод. Это и есть наши инструменты. Каждый узел как отдельный станок. Один умеет получать данные, другой отправлять, третий обрабатывать. Все инструменты делятся на три типа. Триггеры — это кнопка «Пуск» на нашем станке. Узел, который запускает весь процесс. Например, каждый понедельник в 9 утра или когда пришло новое письмо. Действия — это рабочие лошадки. Они выполняют основную работу. Отправить сообщение в Telegram, добавить строчку в таблицу, создать карточку в Trello. Утилиты — это наши умные переходники и измерительные инструменты. Они не делают основную работу, но помогают правильно направить данные, отфильтровать лишнее или задать условия. Например, узел if, если, один из самых важных. И небольшой секрет мастера. Чтобы не искать нужный узел в меню, просто нажмите клавишу Tab. Это откроет быстрый поиск. Мелочь, а время экономит. Теория без практики слаба. Давайте посмотрим, как вам начать. Самый правильный вариант — не пытаться изобрести велосипед, а учиться у тех, кто уже прошел этот путь. N8N предлагает готовые шаблоны и руководство для быстрого старта. Мы можем просто импортировать готовый процесс и, как ученик разбирает работу мастера, посмотреть на него изнутри. Из каких узлов он состоит, каким образом все связано и к какому результату приводит. Для начала самостоятельно изучите интерфейс, узлы и логику на примерах, доступных в библиотеке. Сообщество активно и открыто. В большинстве примеров есть подробная инструкция по настройке. Итак, сегодня мы сделали первый самый важный шаг. Мы не стали сразу строить что-то сложное. Мы открыли двери в мастерскую, познакомились с основными инструментами и, главное, поняли философию N8N. В следующем видео мы возьмем эти инструменты и создадим наш первый, по-настоящему полезный рабочий процесс с нуля. Спасибо, что присоединились ко мне на этом пути. Увидимся.